Всем привет, меня зовут Катя, и вы на моем канале о вязании крючком. Это вторая часть видео про пасхальный вязаный декор, и в этой части мы с вами будем вязать вот такую подставку под кружку в виде зайчика. Подставки я также, как и корзины, вяжу из полиэфирного шнура 3 мм от Лина. Основной крючок номер 4, номер 3 дополнительный и ножницы. Подставка вяжется столбиками без накида в раскол по кругу с соединением каждого ряда. Начинаем с кольца амигуруми. И провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Первая рабочая петля на крючке, мы ее провязываем и считаем за первый столбик, да, сымитированный. Это первый, и еще 5 провязываем в кольцо. И 5. По верхним горизонтальным у нас будет 5 верхних горизонтальных петель, по столбикам всего 6. Замыкаем в круг и далее соединяем ряд. Я соединяю как обычно, вы можете соединять любым привычным для себя способом. Прохожу в первую верхнюю горизонтальную сзади вперед, подхватываю рабочую петлю, вывожу ее назад, получившейся петлей обхожу круг или пропускаю в него, высвобождаю нить от кольца и затягиваю. Более подробно про такое соединение вы можете посмотреть в видео про круг. Провязали первый ряд, получили 6 столбиков без накида. Переходим на вязание второго ряда. Во втором ряду мы должны выйти на 12 столбиков без накида. Для этого будем делать прибавку в каждый столбик предыдущего ряда. Вяжем в раскол. Да, вот первый столбик, прохожу в раскол, захватываю рабочую нить, провязываю первый столбик и сюда же второй столбик. Следующий столбик без накида в раскол прохожу. Раз и сюда же 2. И так вяжем по кругу. Провязала второй ряд. Перед тем, как соединить, обязательно проверьте, чтобы у вас вышло 12 столбиков. Если считать по верхним горизонтальным, получится 11. И закрываем ряд. Переходим на вязание третьего ряда. В третьем ряду мы будем чередовать прибавки через один столбик и выйдем на 18 столбиков. И начинаем мы с одиночного столбика. Я прохожу в столбик, который ближе всего к соединению. Неважно, откуда вы будете начинать. Одиночный столбик, да, 1. Следующий столбик предыдущего ряда провязываю прибавку 2 столбика в одну точку. Раз и сюда же 2. Дальше одиночный столбик. И дальше прибавка 2 столбика в одну точку. Итак, у нас по кругу получится 6 прибавок, да, и соответственно мы прибавим 6 столбиков. Все, чередуйте так до конца. Столбик одиночный, прибавка, 1, прибавка. И закончим ряд прибавкой, потому что здесь у нас уже одиночный столбик провязан. Подхожу к концу ряда, провязываю последнюю прибавку. 2 столбика в одну точку. И закрываю ряд. В четвертом ряду чередуем прибавки через 2 столбика и по кругу выходим на 24 столбика. Начинаю ряд с 2 одиночных столбиков. Первый, следующий столбик, второй столбик. И далее делаю прибавку. 2 столбика в одну точку. Одиночный, одиночный и прибавка. И так двигаюсь по кругу. Ряд закончим прибавкой. И провязываю последнюю прибавку в четвертом ряду. Перед закрытием ряда обязательно проверьте, чтобы вышло 24 столбика, и закрываем ряд как обычно. Переходим на вязание пятого ряда. В пятом ряду мы чередуем прибавки через 3 столбика и выходим по кругу на 30. Начинаю ряд с 3 одиночных столбиков. Раз, 2,
3 и затем делаю прибавку 2 столбика в одну точку. И так повторяем до конца ряда. 3 одиночных, прибавка, 3 одиночных, прибавка, ряд закончим прибавкой. И провязываю прибавку в конце 5-го ряда. И на этом я закончу расширение диаметра подставки. Если вы хотите больше диаметра, вы можете продолжать вязать дальше и чередовать прибавки по правилу круга. То есть в каждом ряду мы прибавляем всего 6 столбиков и распределяем прибавки на 1 столбик больше всегда у нас будет с каждым рядом. То есть в 6-м ряду между прибавками будет 4 столбика, в 7-м 5 столбиков и так далее. Далее, не обрезая нити, мы будем делать обвязку по верхним горизонтальным петлям соединительными столбиками и затем в конце будем формировать ушки. Обычно в конце вязания деталей я делаю имитацию верхней горизонтальной, но здесь это не обязательно, под ушками все спрячется. И просто прохожу вот верхняя горизонтальная первая, захватываю рабочую нить и протягиваю через петлю на крючке. Первый столбик соединительный, второй, третий, четвертый и так далее. Вяжем под каждую верхнюю горизонтальную и подхожу к концу, провязываю вот сюда в последний столбик, соединительный столбик. Дальше формируем ушки. Мы проходим в раскол столбика, который ближе всего лежит у нас к последней провязанному соединительному столбику, вот сюда, подхватываем рабочую нить, достаем и в следующий столбик в раскол захватываем рабочую нить и достаем. Провязали 3 петли на крючке вместе. И дальше мы будем делать накид и проходить между вот этими двумя столбиками. Центр проходим, захватываем рабочую нить, достаем и провязываем 3 петли на крючке вместе. Это будет первый ряд в ушке. Дальше продолжаем, делаем накид и проходим вот сюда между вот этими боковыми столбиками под центральную вот эту ниточку. Захватили рабочую нить, провязали. Делайте это свободно. Провязали второй ряд. Здесь у нас с краю справа образуются вот такие звенья косички, по ним тоже можно ориентироваться. Вот первый, вот второй. Накид и под вот эту центральную ниточку вот сюда захватываем рабочую нить и провязываем. Провязали третий ряд, и так нам всего нужно провязать 11 рядов таких. 3 уже провязали, еще 8 провязываем самостоятельно. Итак, я провязала 11 рядов. Можно провязать себя по вот этим кромочным петлям. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И далее присоединяю вот эту цепочку. Она должна лежать ровно, ничего не перекручивается, и она укладывается вот этими кромочными петлями на лицевую сторону. И здесь я прохожу между вот этими столбиками, в которые я в раскол проходила, прохожу прямо между ними внутрь, захватываю рабочую нить и вывожу через петлю на крючке. Петлю вытягиваю и далее перевожу петлю, прохожу сюда же в эту же точку, там между этими столбиками с изнаночной стороны, захватываю эту петлю и вывожу ее назад на изнанку, подтягиваю и далее перехожу на вывязывание следующего ушка и прохожу с лицевой стороны. Так, вот смотрите, вот в этот столбик, да, мы проходили, он был у нас второй из этих двух для основания первого ушка. Идем в следующий столбик, проходим в раскол и набрасываем сзади вот эту петлю на крючок. Тянем за рабочую нить, чтобы выровнять вот здесь эту петлю, вот так, чтобы она натянутой была. И далее захватываем рабочую нить, через эту петлю
протаскиваем и через столбик на лицевую сторону. Вытягиваем и проходим в следующий столбик в раскол. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем 2 петли на крючке вместе. Основание сделали для второго ушка. И провязываем первый ряд накид, проходим между этими 2 столбиками, захватываем рабочую нить, 3 петли на крючке провязали вместе. Первый ряд, да, или первая цепочка. Накид, проходим между вот этими 2 ниточками под центральную, захватили рабочую нить и 3 петли на крючке провязали вместе. 2, накид, под центральную ниточку, 3 и так далее. 11 цепочек должно получиться. Так, 11 цепочек провязала и присоединяю так же, как и первое ушко. Прохожу между столбиками, в которые мы провязывали петли основания, захватываю рабочую нить, протягиваю через петлю, достаю петлю и здесь обрезаю нить, оставляя хвостик подлиннее, чтобы было удобно его спрятать. Полностью высвобождаю из петли, прохожу с изнанки в эту же точку, да, между столбиками, захватываю рабочую нить, вывожу назад, хорошо подтягиваю. Так, вот здесь у нас все аккуратно и симметрично получается. Все, и на изнаночной стороне между столбиками уводим нити. Одну и вот эту вторую. Ну что же, на этом все. Я благодарю вас за просмотр. Если это видео было для вас полезным и интересным, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарий, делитесь фотографиями готовых работ в моем телеграм-канале. И пока-пока. До новых видео.